Килиманджаро. Как я давно хотела на эту гору, ведь ни одна гора священная мимо меня не прошла. И мне начинают показывать первобытный общинный строй, племя, потом начинают показывать феодальный строй. Они работают на полях, и потом им платят той же картошкой. Женщина, конечно, бесподобна, когда идет женщина, несет на голове мешок картошки. Дорогие русские женщины, вы даже не представляете, как вы счастливы. Они очень гордятся, что Шанель номер 5 делалась из цветов, которые собирали у них. Алдувай закончился, мы едем дальше. Килиманджаро. Как я давно хотела на эту гору, ведь ни одна гора священная мимо меня не прошла. Мне обязательно надо было на каждую гору заглянуть. Вот вы не поверите, у меня было ощущение, что я снова в школе, прохожу историю, где мне начинают показывать первобытный общинный строй, племя, потом начинают показывать феодальный строй, потом начинают показывать крепостное крестьянство, потом начинают показывать начало капитализма. И вот это все на твоих глазах. В одну сторону посмотришь, одно видишь, второе, другое. И это все на нашей планете, это все живет рядом с нами. Они работают на полях, и потом им платят той же картошкой, бататой, смотря что выращивают. Они эти мешки за плечо мужчины, на голову женщины. Женщина, конечно, бесподобна, когда идет женщина, несет на голове мешок картошки, при этом она еще беременная женщина. Потом она может сюда поставить таз со всем бельем постиранным. И при этом это ее нисколько не заботит, потому что вот она стоит и разговаривает. Она спокойно руками разводит и держит это все на голове. И мне стало понятно, почему у них такая фигура сформировалась. То есть если вы внимательно на них смотрели, то у них грудь вперед выгнута, а сзади все назад. Очень, очень сильный прогиб пояснице, потому что удержать такую тяжесть, им, конечно, надо прогибаться. И тут еще одно откровение, что, оказывается, столичные-то дамы все ходят с косичками, а вот обычные-то люди, у них, оказывается, волос-то вообще нет, потому что природа поняла, что зачем африканцам волосы, они же будут мешать, все-таки жарко, все-таки это пыль, и маленькие кудряшечки просто на голове есть. Живут они в такой нищете, совершенно практически без образования. Когда видишь все эти племена, где пасутся коровы внутри, вокруг заборчик, но все-таки от львов заборчик, которые хотят тоже полакомиться коровками. И вот эти помещения 2 на 2 метра, кругленькие, под камышовой крышей, и они во всем этом живут. Причем еще почему, хочу сказать отдельно, дорогие русские женщины, вы даже не представляете, как вы счастливы. Потому что когда у мужчины одна жена, вторая жена, третья жена, и вот там, что мне рассказали, что у них стресс начинается с самого начала. Вот их только возьмут замуж, и уже начинается стресс, потому что вот он приведет сейчас вторую жену, а потом может привести третью жену, и первая жена уже становится ничем. А у них, поскольку паспортов нет у многих, они вообще нигде не зарегистрированы. И чтобы развестись, им тоже ничего не надо. Достаточно выставить дорогую супругу за дверь, сказать там талак, талак, этого достаточно будет, что все, мы теперь в разводе. Если кто-то ее возьмет, то хорошо, кто-то подберет, там прикормит, тоже будет хорошо. Но не подберет, не прикормит, ну, селяви тут, и ничего другого ты не сделаешь. Они еще такие, они очень добрые, щедрые, они вообще как дети. Они срезают любой корень. Хотите вы куркуму, вот мы вам корень срежем. Хотите вы маниоку, мы вам тоже сейчас срежем этот корень маниоки. То есть они прям раскапывают, срезают, показывают, дают. Даже один раз была такая история. То есть очень же захотелось ваниль тоже срезать, с дерева снять. Она была зеленая. Они говорят, нам не жалко, только когда она уже поспеет, пожалуйста, ее рвите. А вот зеленую не надо рвать, а нам же интересно, нам же хочется с собой везти. И вот я за ним наблюдала, он когда увидел, что все-таки сорвали зеленый стручок, он так чуть-чуть выдохнул, прямо слегка, а потом повел дальше на экскурсию, стал все показывать. Вот водоросли. Эти водоросли эндемик. Из этих водорослей делают мыло. Здесь у меня несколько мыл, которые очень хочется вам показать. Они разные. Одно мыло сделано из водорослей, а другое мыло сделано из дерева.
Причем это дерево, оно мыльное, реальное. И они говорят, вот вы в своей Европе все мыло делаете на животной основе, а мы делаем на растительной основе. Мы нашли просто растение, которое мыло. No COVID-19 from him because it's clean. Запахи. И без запахов никак нельзя. И вот эти запахи, они сделали такой запах Занзибара вместе. Есть отдельные запахи, а есть вот Занзибар-микс. Великолепный запах. Ну, если можно вам передать, я бы с удовольствием передала этот запах. Я не знаю, сколько это продержится. Я не знаю, сколько у них эти духи существуют. Это же все дальше уже вся химия. Но что было приятно в этой стране, что все натуральное. У них еще нет химикатов. Они вообще до них не добрались. Они очень гордятся, что Шанель номер 5, такие известные духи были в Советском Союзе, делалось из цветов, которые собирали у них. На дереве иланг-иланг растут такие желтые цветочки. Они очень похожи на цветочки жасмина, пятилистные, слегка загнутые в одном направлении. И запах, конечно, совершенно узнаваемый. По пути видим баба. Баба – это отец переводится с их суахили языка, а баобаб – это отец семян. Это дерево, которое, представляете, растет 3000 лет. И вот, что же внутри этого дерева? А нам сначала сок дают из баобаба. Я думаю, ну как из баобаба можно сделать сок? Потом из баобаба начинают делать джем. А потом нам спокойно срывают плод баобаба и дают нам возможность его попробовать. Он такой кисленький, и в нем очень много витамина С, больше, чем в апельсине в 6 раз. И в нем очень много кальция, калия. Ну, то есть это такой отец семян в переводе баобаб. И он реально помогает. А это мускатный орех, с которым привыкли пить кофе. Кстати, нам показали 2 вида кофе. Арабика – это с кустов кофейных собирают. И второй вид кофе с деревьев собирают. Это совершенно разные кофе. Ну, их тоже отсылают везде. И мускатный орех, который там внутри, и кожица от мускатного ореха используется для косметики. Вот это миндаль. Мы же не такой миндаль видим, это индийский миндаль, тоже снят из дерева. То есть очень много интересного с точки зрения специй, с точки зрения производства. И есть еще место, где все натуральное. Сколько оно продержится? Или после того, как ввели сейчас все-таки вот этот режим дезинфекции, может, оно тоже долго не продержится. Но пока там все вкусы натуральные, запахи натуральные, все натурально.